Ребят, всем здравствуйте! Сегодня вместе с вами мы будем поливать вот эту орхидейку, которая была пересажена 3 дня назад. Я обещала, что я ее полью через 2 дня, но только сейчас я добралась до нее. В этом видео можете про нее посмотреть. Изначально какая у нее была пересадочка. И также хочу вам запечатлеть результаты вот этих орхидей, которые также стоят у меня, адаптируются, кто-то реанимируется. В общем, рассказать о том, все ли с ними хорошо, либо все ли с ними плохо. Вот так орхидея выглядит спустя 3 дня без полива. Ничего страшного с ней не случилось. Зато лучше заживила, ну, так скажем, свои раны, где мне пришлось манипулировать, там шею подрезать и корешочек. Грунт у нее полностью сухой. Даже вот этот мох, который изначально был увлажненным, он также на данный момент сухой. Все видно. Все везде вокруг сухо. Сразу же ее полью. Я ранее и говорила, поливать я буду ее радифармом. Это хороший антистрессовый препарат, который в наличии у меня есть. Используется он 1-2 мл на литр воды. Смотрите по ситуации. Вот такой вот маленькой орхидеечке можно применить 1-1,5 мл на литр воды. У меня здесь 500 грамм воды. И я буду использовать 0,5 мл на 500 мл воды. Тщательно все перемешаем. Конечно, у орхидеи вода обязательно должна быть температурой 30-32 градуса. Не старайтесь поливать орхидеи холодной водой, ну даже прохладной, комнатной. Делайте намного теплее, потому что любят они такую хорошенькую, тепленькую воду. Да и все мы тоже любим теплую воду, что уж там говорить. Орхидею я буду просто лишь напросто проливать методом пролива, микрополивом. Изначально я стараюсь увлажнить верхний слой мха и, соответственно, намыкает вот этот уровень, то есть там, где лежит мох. Кору на данный момент я не стараюсь увлажнять. Мне нужно максимально аккуратно, а с одной стороны даже с опаской. Такие я слова говорю для новичков. И не нужно мне писать в комментариях о том, что с бубнами мы здесь пляшем и все на свете. Мы учимся ухаживать за орхидеями. В основе это, конечно, новички, и им любые какие-то шаг влево, шаг вправо манипуляции, все уже страшно становится. Учимся по чуть-чуть. И не забываем о том, что корневая ее система вся воздушная. И погружать ни в коем случае нельзя, потому что она не умеет работать с водой. Корни ее не понимают, что такое влага на данный момент. И мы стараемся именно их приучить. Все, вот я уже вижу, что весь слой мха верхний и серединный у меня увлажнился. Ну, еще буквально вот так чуть-чуть. Сколько лить, я не знаю. Я наливаю на глаз. Сразу же видно, что все увлажненное. Кора, она, видите, сухая даже на данный момент. И есть такая тоже особенность у фаленопсисов, особенно у больных, у реанимационных, про здоровое не говорю. Корешочек где вот у нас. Изначально, когда мы лечим их и восстанавливаем, в первую очередь, ребят, смотрите вообще по состоянию ее корневой системы и листьев. Вот я сейчас орхидею пролила, в следующем у нее будет такой же самый пролив, когда я увижу, что серединный уровень мха будет увлажненный. И если сейчас тургор начнет восстанавливаться, все. Я знаю о том, что орхидейки именно пролива достаточно. Но вдруг случится такое, что орхидея все равно теряет тургор и не восстанавливается, тогда я уже полив начинаю ориентировать не по мху, а именно по корням. То есть проливаю, стараюсь увлажнить каждый корешок, который я здесь вижу. Это, ребят, тоже учитывайте обязательно, потому что какие-то больные орхидеи потребляют воду из грунта,
а какие-то именно прям необходимо корни увлажнить, чтобы они были мокрые. Все, теперь она вот так у меня стоит и далее продолжает адаптироваться на своем реанимационном окне. Пока у меня раствор радифарма еще остается, я сижу и думаю, кому же его дать. Эта орхидея была мне отдана. Не сегодня, завтра должна была отправиться в мусорное ведро. В этом видео можете про нее посмотреть. И результат, так, посадочка у нас сюда была 25 января. Ну, 2 недели прошло, будем считать. Так, давайте сразу запечатлим результаты. Вот ее корневая система на данный момент является стабильной. Я не вижу, чтобы здесь что-то портилось, что-то гнило. Вот такие корешочки зелененькие. И видите тоже, да, какая ситуация бывает. Грунт сам по себе наполовину он сухой. Лишь только вот эта нижняя часть, она мокрая. И корень берет влагу из грунта. А бывает, ребята, и наоборот, что вот прям болото-болото, а корни серые. Все, тогда ориентируемся по поливу, по корням. И когда корни серые, при наличии этого болота, тургор начинает теряться. Так, далее здесь корешочков больше нет, но и новых никаких не наросло. Также видите вот этот листик, который от основания, ну, якобы начинает желтеть. И с одной стороны мне, ну, немного меня это напрягает, конечно, я не люблю тоже, как любой другой архивод, чтобы у меня что-то где-то желтело, что-то где-то было непонятно. Но даже вот так немного туда отодвинув листик, я вижу, что все нормально и ничего там критического нету. Главное, чтобы гнили никакой нет. Первые моменты, это если желтеют вот так вот листья, значит, там может быть какая-то гниль. Листики я обещала, что поставлю, но не поставила я их. Ладно, с другой стороны, вот эти листья, посмотрите, она уже их приподняла. Этот тоже, но и лист она вообще изначально у нее никогда не буду стоять вот так вот кверху, потому что, видите, сорт такой, и они растут вот так вот вниз. И закреплять, ну ладно, так ей тут все нравится. Так, и будет ли у меня теперь полив? Нет, ребят, потому что у нее корневая система увлажненная. Также мне необходимо не доводить орхидею до корневой гнили. Я вижу, что грунт увлажненный, даже вот этот мох еще до сих пор влажный. Кстати, единственный раз у нее только лишь был пролив. Я ее как сюда посадила, дня через 4, только лишь 5 пролила. Все, вот уже 10 дней, там, наверное, 10, да, ни разу больше не проливалась. Так что ей пока на данный момент сегодня все хватает, ее все устраивает. Дай бог с ней подружимся. Это орхидея сорта Манхэттен. Давайте перейдем к этим орхидейкам и посмотрим, нужен ли им радифарм. Куда мне его использовать? Не выливать же такое добро. Эти орхидейки мне дали на восстановление. Вот это она изначально как была, такая вот плохонькая, такая она и осталась. А про них можете посмотреть в этом видео, что изначально было. Но тоже практически там 3 недели уже, 2 недели прошло. И, ну, ситуация, конечно, такая, что корешочек, он вот здесь испортился, я только один вижу плохой. Этот хороший, этот тоже, там непонятно какой. Этот корешочек хороший. И листья вот они как тоже начали желтеть, и вот до сих пор они, вот этот лист, он так и желтевает. Трогать уже не буду. Она постепенно так же, как эти листики, его отсушит, и он отсохнет. А далее уже на волю орхидейным богам, потому что лезть мне уже здесь дальше некуда. Прям даже мне срезать здесь уже нечего. Если я что-то начну резать даже вот тут у основания, ну и смысл нет никакого. Единственное, мои, конечно, манипуляции. Здесь орхидейку, в принципе, ее можно пролить. Видите, грунт, он тоже сейчас является сухим. Корешочки серенькие. Это говорит о том, что орхидейку нужно будет пролить. Но, ребят, не радифармом, не стимулирующим препаратом. Потому что нестабильная корневая система. Она имеет местами гниль. И вот эти вот проявления на листьях тоже говорит о том, что это, скорее всего, грибковость. Это орхидея от той же женщины, которая мне также дала на восстановление.
У нее какая ситуация? Ну, получше, конечно, она и была изначально получше. Корневая и грунт, мы видим, что он увлажненный. Это Ceramys от старой посадки, я ее использовала. И корневая система сама по себе стабильная. Ничего не портится и не гниет. Так, здесь от основания листик, ну вот, зачаток корня. Хлопаем, ребят, в ладоши и радуемся новому корню. Ага, вижу. А еще основание, видите, начинается какая-то чернота. Но, опять же, ничего не делаю, сижу и наблюдаю, потому что вот эти черновинки – это в основе сажистые грибки. Бывают такие грибки, которые вот споры садятся и, ну, просто сидят, так скажем. Я бы начала паниковать, конечно, и что-то резать, чистить, там, убирать, только лишь тогда, когда я бы видела вокруг вот этой черноты желтенькую кайму. А ее здесь нет. Здесь просто чернота и все. Просто теперь я за ней наблюдаю. Вдруг появится желтизна, конечно, сразу же начну проводить операцию «ы». О, смотрите, что я еще заметил. Листик новый нарастает. Ну не чудо ли? И также вот эти вот листы, если я уберу опоры, давайте я посмотрим-ка, уберу опоры. Вот так вот. Ну вот я вам сейчас показываю, посмотрите. Тургор у орхидеи восстанавливается. Либо в том видео посмотреть, какая она была тряпочка-тряпочкой, или сейчас. Картина, в принципе, меня радует. Насчет этой орхидеи состояние ее, так скажем, удовлетворительное. Ну, назад поставлю, пусть уже здесь до конца стоит и вот так листьями кверху восстанавливается. Это я делаю для того, чтобы орхидейка, когда листья находятся наверху, она больше и лучше прогоняет по листу все питательные вещества, сок, и тогда быстрее восстанавливается. И, как видим, полив ей не нужен. И если бы нужно было бы ее поливать, то уже можно было дать радифарм. Потому что корневой гнили нет, корневая нормальная на сегодняшний день. И какие-то стимулирующие препараты можно дать. Также лучше всего антистрессовые. Если радифарма нет, используйте какие-то свои, какие есть. Для того, чтобы она еще быстрее и еще лучше нашла в себе силы для восстановления. Данная орхидея, про которую вы можете здесь посмотреть, но по моей вине, да, скажу, что я ее недолюбила, внимания ей не додала. Но и с другой стороны, в орхидее, когда начинает болеть, у них начинается корневая гниль, я тоже не совсем к ним стараюсь лезть, и поймите меня правильно. И уже начинается у меня пересадка ровно тогда, когда я вижу, что орхидея сама не справляется в старом грунте. Потом начинаю их пересаживать. Ну, там вы можете в том видео уже все конкретно посмотреть. С момента ее пересадки прошло практически 2 месяца, там без копеек. Грунт также мы видим, что он увлажненный. Я до сих пор ее проливаю, никогда не замачивала, потому что влагоемкие компоненты – это мох. Мох и циафлора, и археата сама в целом. И ориентируюсь именно здесь по мху, по циафлоре. Корневая система ее мне нравится. Она вот такая зелененькая. Единственный корень, который подпортился, это вот. Все остальное, дай бог, хорошее. И что хочу еще показать. Листик у нас наращивается. Вот там в серединке новый. Ну, ребят, самое крутое, конечно, это корешочек, который она мне нарастила, наращивает, и он уходит туда вниз, вовнутрь посадки. И еще что самое крутое, посмотрите, что орхидея решила, вздумала дать цветонос. Это не деточка, это цветоносик. Когда имеет вот такой острый край, это цветонос. Но насчет того, что дам ли я ей цвести, конечно, это будет вопрос уже отдельный. Посмотрим в будущем, конечно, вам обязательно покажу. И свой вердикт вам расскажу, что я решила, дам ей цвести или нет. Но на данный момент, если бы вот прям случилось так, что у нее, представим, что это цветонос, и вдруг из почки начинает прорастать еще один цветонос, я бы его сразу же удалила однозначно. Потому что вот такие цветоносы, они нарастают гораздо быстрее, нежели этот. Ну, где-то, наверное, месяца 2 пройдет, когда
вырастет полноценный цветонос, начнутся бутоны. И я как раз за это время посмотрю, какая ситуация у орхидеи будет внутри грунта, как она будет себя чувствовать в целом. На данный момент, конечно, вижу, что она восстанавливается, и тургор также по листу восстанавливается. Но как уж сложится дальше картина, об этом мы узнаем позже. Ребят, когда у вас орхидея находится на восстановлении, на лечении, ни в коем случае не давайте орхидеям цвести. Даже если приключилась такая ситуация, что ваша домашняя больная орхидея цветет, и корневая гниль там, ну гниль на шее еще ладно, а именно корневая. Старайтесь убирать цветение, старайтесь в первую очередь сохранять орхидейку, потому что цветение, оно всегда забирает все жизненные силы из орхидеи. Она тратит все свои силы только лишь на это цветение. Поэтому мы, как только избавляемся от цветоносов, и орхидея сразу моментально переключается и начинает наращивать корни и листья. Как я уже ранее сказала, именно цветение – это дело наживное. Вот когда мы потеряем орхидею, не дай бог, вот это вот уже, да, плачевная ситуация. И в полив этой орхидеи, ну что ей можно, тоже какие-то стимулирующие препараты давать. Я ее обрабатывала вот таким препаратом инсектобактерин, который также я вам рекомендую и в наличии есть. Вот уже неоднократно пользуюсь им и убеждаюсь в том, что он рабочий. Он содержит, именно этот препарат, живые споры грибов и стимуляторы роста хитозан и интарная кислота. Всего лишь один раз вносила, и корневая орхидея, но не сгнила, не испортилась, а наоборот дала свой рост. В очередной раз убеждаюсь, что это также является очень хорошим биологическим инсектицидом и фунгицидом. И в заключение, ребят, у меня вот такая вот орхидея. Это я себе купила буквально недавно. В этом видео можете про нее посмотреть. И сразу вот что хочу сказать, мне не нравится, но она и была вот такая вот. А сейчас, когда цветонос я убрала, она и вовсе завалилась. Давайте исправим эту ситуацию и поставим орхидейку кверху. Прям не люблю, когда они заваливаются. Вот смотрите, падает налево. Опору я устанавливаю в противоположную сторону. Также смотрю, вот корешочки есть, которые, ну, обхожу их мимо, чтобы их не задеть и не затронуть. Привязать можете на что угодно. У меня есть вот такая садовая проволока. И просто-напросто я привязываю орхидейку вот за ствол и начинаю ее тянуть. Эта проволока, ой, да, эта проволока чем хороша, что она... Так, ну-ка давайте повыше сделаем, чтобы ствол сильно не это. Но она не травмирует, насколько вот я с ней работала. Можно притянуть даже тем же самым бинтом. И вот так вот ее максимально выставляю прямо, накручиваю. Все, быстренько эту ситуацию исправили, орхидею подтянули, и теперь она стоит пряменько, как положено, как я люблю. Давайте, конечно, теперь посмотрим на состояние орхидеи в целом. Прошло, вот я смотрю по данной записи, ровно 14 дней с того момента, как она находится у меня. Листья нормальные, хорошие, но вот чувствуется на ощупь, они немножко обмякли. А все лишь потому, что пить она хочет. Но они тургор не теряют свой. Видите, вот орхидея, если хочет пить, она бывает просто вот, ну, так скажем, свешивает ушки и все, но не морщинит лист. Такое тоже бывает. Видите, весь грунт совсем сухой, напрочь сухой. Корневая система также сухая. И корешочки, когда вот я изначально покупала, они вот такие и были. Вот подпорченный, вот подпорченный. Но тоже, как сказать, что случилось с орхидеей. Много мне в комментариях писали о том, что вот зимой покупать не стоит. Это я вам показываю подпорченное. Но я не знаю, по мне, если орхидея в целом имеет прекрасный иммунитет, обморожения у нее так таковой нет.
А что, ну именно зимой чем плохо покупать, да, что мы можем получить в итоге замороженную орхидею. Все по листу у нее нормально, ничего здесь нет. Но корневая начала портиться. Конечно, может быть, и она изначально от садовника такая пришла. В магазине за ней неправильно ухаживали. Но я видела эту ситуацию, я знаю, как с ней справляться, поэтому я купила ее вот с такими, ну, так скажем, не совсем хорошими корнями. Теперь я знаю, что с ней делать, я ей обязательно помогу. И чтобы мне прекратить вот этот рост гниющих корней, обязательно мне нужно ее будет пролечить. То есть радифармию уже к ней использовать не могу, хотя, возможно, если бы она была здорова, если бы были корни здоровые, для наилучшей адаптации в моих условиях можно было бы дать радифарм. Но не в этом случае. Сейчас пролечу я корневую систему. И только потом увижу, что у нее ничего не портится, ничего не гниет. Только тогда ей дам какие-то стимулирующие препараты, адаптогены и прочее. Здесь же, в этом же кашпо, вот видите, чем хороша с одной стороны циафлора. Она уже все перемешалась. Там, где стояла орхидейка по горшку, она вытягивает лишнюю влагу. Она ее берет на себя, и местами просохшая, местами и такая увлажненная. И почему я ее содержу, да, вот так вот даже на циафоре, потому что она валится и болтается во все стороны. Конечно, с одной стороны, если вы новичок, именно вот в такой влажной среде в циафлоре содержать нельзя. Лучше поставьте ее на поддончик. И сейчас тоже, наверное, я циафлору уберу, чтобы мне не провоцировать лишний раз корни на гнилостные процессы. Поставлю ее на поддончик, вот так. И уже буду содержать, ну, маленько в других условиях. И видите, достаточно такие влагоемкие. Вот это вот, если ставишь горшок, это больше как стимулирующая посадка на наращивание корневой системы. Но также это и прекрасно может стимулировать на корневую гниль, при том, что она существует внутри грунта. Все, видим, корневая у нас не айс. Начинаем ее лечить. В моем арсенале есть привикур, есть фитоловин. Оба в наличии можете приобретать. Также я хотела использовать к ней триходерму вирида, было бы идеальный тоже вариант, но прям заморачиваться и тут не хочу особо разводить все это. Я больше люблю вот такие готовые. Капнул, навел и нет проблем. Но привикур, да, вот я знаю, насколько он идеальный препарат, но что все время привикур да привикур. Не у всех он есть. А фитоловин, его можно приобрести в любом цветочном магазине. Это биологический антибиотик. Ребята, он мне тоже нравится, и он много моих больных орхидей спас. Поэтому я вам советую и рекомендую. Кто-то из блогеров его ругает и говорит о том, что это такой препарат, что вот прям вообще никакой. Но знаете, здесь, как еще сказать, смотря как тоже их магазин транспортирует, как его хранят. Это тоже очень многое зависит. Но у меня рабочий, нормальный. Сколько пользуюсь, ни разу не подводил. В общем, использовать его нужно для профилактики 2 мл на 1 литр воды. Для лечения берем 4 мл на 1 литр воды. У нас лечение. У нас 0,5 воды, потому что мне, ну, это будет очень много для орхидеи. Литр. Используем всего лишь 0,5. Все хорошенечко перемешиваем. И уже можно сразу же... Кстати, вот тут я ее орхидею-то и полью заодно. У нее будет второй полив. За 2 недели я ее уже 1 раз поливала. Ну, как раз это где-то неделя и прошла. Просто вот так вот наливаю по верхнему слою грунта. Можно со всех сторон. И главное, когда вы вот так поливаете, чтобы вода у вас не затекла на шею. А остальное как лить, вообще без разницы. Маленечко водички не хватило, можно было бы еще побольше. Ну ладно, ничего не сделаешь. И, кстати, фитоловин я вам рекомендую использовать тоже. Это же биологический. Такие же, как триходермус, утилиус бацилиус, только вода, чтобы у вас была не из-под крана. Если в воде присутствуют примеси, они работать, биологические препараты, не будут. Оставляю здесь орхидею на 30 минут для того, чтобы напиталась ее кора.
И у меня изначально присутствовал торф. В том видео мы вместе с вами его убирали. И, ребят, если у вас в орхидеях есть торф-стаканы, вдруг вы не заметили, вдруг вы там не захотели убрать, то поливать магазинные цветы вот так вот погружением нельзя. Либо вы с торф-стаканом водички всего лишь напросто, ну даже вот так вот, да, можно воды налить, но ровно до того уровня, чтобы не намочить данный стаканчик. Если он намокает, и все, это прям губка, это вода, и вокруг этой губки, они же обволакивают именно корни, начинает портиться корневая система. Либо в поддончик наливаете 1/3. Этого будет также орхидейки достаточно. Вот такая, ребят, у меня ситуация с этими орхидеями на данный момент. Конечно, самое сложное это вот у этой, которая была мне дана на восстановление. Но и шансов, даже когда я ее взяла в руки, я понимала, что очень мало. И сразу же хозяйке сказала о том, что я здесь не орхобог, и получится, нет так нет. Но надежда умирает последней, и даже вот такие вот я никогда орхидейки не выкидываю. Я стараюсь им дать еще одну жизнь. Авось прокатит, и все будет хорошо. Пусть это даже листик, он досохнет до конца, но все равно орхидея найдет в себе силы для того, чтобы восстановиться. А насчет всех вот этих вот других орхидей, у меня вообще беспокойства на данный момент нету. У нас все получается, у них все получается, и восстанавливаются они, пусть даже медленно, но верно. Здесь также в плане реанимации лечения не нужно ни в коем случае торопиться и говорить о том, что у меня орхидея находится там на восстановлении месяц, а если вот даже листами вниз в тепличку, как это я делаю, бывает, что и полгода орхидея может сидеть, имея хороший лист, зеленый в бутылке, при этом ничего не наращивать. Это нормальный, ребят, естественный для них процесс, как и мы. У нас тоже у всех разные периоды восстановления. Кто-то за неделю вылечивается, кто-то за месяц, кому-то года нужны. И у орхидей то же самое. С моей стороны теперь остается только лишь ждать, смотреть и, конечно же, продолжать кого-то лечить препаратами, фунгицидами. Кому-то необходимо дать какие-то адаптогены, стимулирующие препараты. Но все эти орхидеи, которые у меня находятся вот на этом реанимационном окне, я ни одной не даю удобрения. Ни в коем случае нет. Это не та ситуация, когда мы даем им удобрения. Пристальный уход, пристальное внимание. Я не бегаю здесь, как курица над ними, не кудахчу. Я лишний раз тоже к ним не подхожу. Времени особо нет, где-то раз в 2-3 дня. Вот даже вот эту орхидейку, которую деточку мы вместе с вами пересаживали, нужно было раньше ее полить. У меня не хватало на то времени. Ничего, орхидея на меня не в обиде. Чем меньше мы к ним лезем, чем меньше мы над ними вот так печемся, тем они лучше растут. И вот эта вот чрезмерная забота, чрезмерная любовь, она иногда орхидеям вредит. И вообще сам по себе фаленопсис, они не любят лишний раз вот тревожить их, беспокоить. Они, когда у меня стоят на реанимационном окне, даже я к ним подхожу и смотрю, ну вот эта орхидея стоит в глуби. Я ее просто взяла вот так вот за горшок, посмотрела, чуть-чуть необходим ей полив, там корни не портятся, что-то еще там нового не нарастает. Все, я как взяла ее, так и поставила. То есть я орхидейку вот так уже не ставлю. Либо вот так вот я уже не ставлю. Изначально какое у нее было местоположение, вот прям лист к листу. Если лист смотрит на окно вот это, значит так я ее обратно и ставлю. Не любят они лишних наших телодвижений. И хочу, ребят, привить в вас именно терпение. Вы должны иметь терпение. Вы не должны по каким-то первым причинам и признакам, как вот у этой орхидеи я показывала, что листочек начинает желтеть, брать в руки скальпель и в руки фундазол, например, и пошли там резать, оперировать, хирургические свои манипуляции проводить. Нет, не нужно. Вы, ну как правильно сказать, конечно, новичку будет сложно местами где-то разбираться и понимать, что вообще с орхидеей происходит. Но я всегда, вот я даже для себя поняла, и вам всегда тоже про это говорю. Давайте представим такую ситуацию, что образовалось какое-то пятно. Если это пятно не расползается, вот просто вы увидели сегодня пятно, все, в руки беру и режу. Нет. Вы наблюдаете за ним.
Сегодня увидели, завтра подошли и ходите, смотрите. Если вдруг оно начинает расти, вот прям разрастается, да, здесь уже нужно что-то предпринять. Если также это пятно начинает обрастать какими-то, ну, какой-то желтизной, допустим, мокротой, это тоже неестественный процесс. А если это пятно стоит и никуда вот не шевелится, вообще не разрастается, это нормально. Про пятна я вам уже все рассказала. Вообще показатель здоровой орхидеи – это ее хороший, упругий, твердый лист. Но бывают такие ситуации, когда они начинают морщинить листья. Это два исхода. Либо орхидея хочет пить, либо у нее проблема с корневой системой. Но если пить, соответственно, даем ей водички. А если начинает гнить корневая система, я тоже не сразу достаю ее. Я даю ей какой-то промежуток времени, чтобы она, так скажем, сама себя показала. Время, которое я им даю, примерно неделя-две. И наблюдаю, вот смотрю, листик морщинится, ей все плохо, плохо, хуже, хуже с каждым разом. Неделя прошла, две прошло, и ей вообще становится плохо. Вот только тогда я их начинаю восстанавливать. Как вот на примере с этой орхидеей кто-то мне скажет, что я вот тоже там героически в конце спасаю. Но тем не менее, была у меня ситуация вот с этой орхидеей. Ну, даже наглядно можно увидеть, что листья все хорошие, упругие. Также вот корешочки у нее есть. И вот здесь у нее тоже корни проросли. Ситуация, ребят, была у нее такая, что листья морщинятся. Плохо, все вижу, ой, прям плохо. И со временем лист начал сам по себе восстанавливать тургор. Я думаю, ну ничего себе. Корней я вроде бы не вижу внутри нигде, я только вот эти вот были вообще от основания 3. Ну, буквально они даже грунта еще не касались. И все, и при этом орхидейке стало хорошо. Знаете, именно не сегодня-завтра я должна была ее оттуда вытащить, потому что я вижу, что ей плохо, ей необходима моя помощь. И здесь все она вот сама воскрешает. А все лишь потому, что вот этот корешочек, который здесь есть, он пророс сквозь грунт и вот вышел уже вот сюда. Каким-то чудодейственным образом, ну, конечно, благодаря препаратам, орхидея смогла сама восстановиться, хотя предвещала пересадку. И есть у меня еще вот такая вот орхидея, которая красивый такой красавец биглип, но начал при цветении, когда цвел, при покупке, он начал портить корневую. Также можно видеть, насколько у него корневая система вся сгнила. Ну, не вся, здесь есть, конечно, частички оставшихся хороших корней. И я вижу, что вот этот лист уже нижний прям вообще заморщинился, и он начинает желтеть. Ну, конечно, она отсюда берет питание. Я ее еще отсюда не достаю. Я ее начну, наверное, уже отсюда доставать, когда вот этот вот лист начнет тоже портиться и вот прям морщиниться, как вот этот. А все лишь, ребят, потому что нам кажется, да, что вот прям все, ситуация критическая, и прям не сегодня-завтра мне нужно ее отсюда достать, иначе она погибнет. Нет. Чем больше мы лезем и чаще к ним в посадку, тем быстрее орхидея начинает погибать. Это вам кажется, что в этой посадке ей плохо, а ей плохо лишь просто корни гниют. А чтобы корни не гнили, их нужно сначала остановить весь вот этот вот гнилостный процесс. И сейчас вот тоже по прошествию времени, даже когда у меня гнилостный процесс остановится, а он, ребята, остановится, потому что я предпринимаю меры, я просто так на нее не сижу и не смотрю. И когда все будет нормально, стабилизируется, даже вот эти вот корешочки, которые не портятся, они чувствуют себя прекрасно. И я считаю, что орхидея без моих усилий, она сможет также здесь поправиться и восстановиться. Но когда вот уже прям совсем ей будет очень сказочно плохо, тогда я ее отсюда, конечно же, вытащу. Думаю, что я могла вам объяснить и рассказать, и показать. И лишний раз, ну, не старайтесь их дергать от ваших манипуляций, тем более от новичков, которые мало того, что вообще что-то знают про орхидею, так они еще и с пересадками-то не знакомы, с какими-то заболеваниями, с чем-то еще. И, конечно, сразу начинают восстанавливать, лечить. И вот сижу и смотрю, что у орхидеи почка начинает пробуждаться. Ну, конечно, такой больной орхидеи я цвести не дам. А все лишь потому, что сил ей нужно на
то, чтобы победить эту болезнь и вновь наращивать корневую систему. Цветоносик буду удалять. Пусть даже здесь, если и деточка или еще кто-то, вообще можно полностью все цветоносы убирать. Вот желательно, да, такой момент делать, когда видите, что она болеет, лучше полностью срежем. Давайте-ка мы их сразу прямо здесь и срежем. Пусть она переключается, когда убирается цветоносы, орхидейка моментально переключается на наращивание корневой системы. Все вот эти почки, они ее отвлекают. Но вам, скорее всего, не будет видно. Но вот она почечка, которая поднабухла. Думаю, что данное видео было для вас полезным и информативным. Хочу вас попросить о том, чтобы вы помогли в развитии моего канала. То есть делились моими видео, если вы, конечно, считаете, что они являются хорошими, полезными в своих социальных сетях. Как только нас будет 10 тысяч, я решила, что буду проводить розыгрыш. Хочу также порадовать и вас. Спасибо всем большое за просмотр. Всем всего самого доброго. Всем пока.